Каждый раз, когда ты видишь, что тебе звонит Сергей Леонидович Кабардин, это значит, что он звонит с каким-нибудь офигенным предложением. Так получилось и в этот раз. Я вижу входящий звонок от него, понимаю, что мы сейчас не будем разглагольствовать на какие-то спортивные материи, сразу перейдем к делу. Так и было, он говорит, поехали на Байкал. И я понимаю, что мы едем туда 100% гонять и делать что-то очень крутое. Собственно, так и получилось. Идея давно витала в голове, мы, в общем, планировали снять здесь ролик, такой эпический ролик, а есть сценарий буквально. Правда, нелегко осуществим, финалочка должна была закончиться здесь. Нам просто повезло, поскольку здесь вот ребята организовали вот эту байкальскую милю, привезли сюда технику, и мы как раз привезли сюда фланкеры, чтобы испытать их и посмотреть, как они будут здесь себя вести. В общем, убили сразу двух зайцев, сняли свой ролик и поучаствовали в байкальской миле. И сейчас поприветствуем прославленных российских дрифтеров Антоний Цареградцев! Также на автомобиле «Фланкер» сегодня покажет свое мастерство Сергей Кабардин. Такие заезды на льдах впервые в мире в таком формате и в таком масштабе. Желаю всем удачи, желаю всем красивых заездов, высоких скоростей и безопасной езды. Мы с Сергеем Леонидовичем внезапно оказались на первом в истории Байкала и в истории всей России ледового фестиваля скорости, на котором все будут ставить рекорды скорости. Классические рекорды скорости, кто проедет милю быстрее всех. А так как мы дрифтеры, и прямо нам ездить скучно давным-давно. Невозможно, просто засыпаешь. Едешь 200, уснул. Вот, поэтому мы решили, что окей, челлендж принимается, милю едем, только мы будем в ней дрифтить. По окончании этой мили поставимся на той скорости, сколько смогут наши мощные автомобили, и попробуем зафиксировать рекорд скорости России в парном дрифте. Я думал, что мы будем здесь самая экзотическая техника. Нет, мы здесь такое увидели. Фестиваль «Байкальская миля» для меня оказался удивительным в плане того, что там вообще не было автомобилей. Были мы и была «Волга», которая, понятно, что нам была никаким боком не конкурент, хоть и тоже заднеприводная. Она не могла ни в скорости с нами состязаться, ни в дрифте. Это фестиваль пока что больше мотоциклетный, и мотоциклы были очень интересные. Оказывается, у нас есть кастом-байки в России, оказывается, они ездят на какие-то рекорды. Оказывается, есть лыжники, которые ездят, зацепившись за кастом-байки. А если взять вот этого человека, который вот, на лыжах ехал 192 км в час, я вообще не представляю. Вот этот, конечно, просто уникальный случай. Парень 9-летний здесь вот наваливал на мотоцикле и ставил рекорды. И я вот, допустим, как родитель смотрю на этого пацана, он просто горит, он подошел к нам такой вот, прокатите меня, я так хочу прокатиться. Я вот редко вижу таких детей, которые горят таким энтузиазмом. И вот этот вот парень меня, конечно, очень удивил. Байкальская миля, если она будет дальше иметь свое продолжение, оно будет таких энтузиастов собирать, вот таких вот молодых, которые вот изначально в это верят, в это мечтают. И это, конечно, большой успех. Мне кажется, что в спорте давно неформальных таких движений не хватало. Сюда, допустим, приехать и поставить рекорд на 100 км в час, все равно был бы рекорд, да, и зафиксированный. На следующий, как бы, раз приехал, уже там 120 поставил. Но это не трушная тема, это не по-пацански. Значит, задача была такая: приехать и сделать постановку на максимально возможной скорости. Нужно было сделать то, что максимально может в данный момент сделать машина. Естественно, мы ехали и мечтали о том, что это будет 300. Когда мы выезжали, не было понимания, что там происходит за 200 км в час по гололеду. И когда я проехал первый тестовый заезд 200, я понял, что даже 230 будет невозможно сделать, потому что очень страшно. Озеро неровное, оно не замерзает в идеальную гладь. После 200 км в час машина начинает плыть. Она настолько нестабильно себя ведет. Вначале, конечно, было такое чувство, а как? Кувырков, наверное, 50 будет. Хорошо, если подвеска подломится, да, ты прокатишься по льду. Такие мысли были. Но они были в начале, а как только поехали, все ушло в историю. Удачи! Давайте не развалимся сегодня.
событие, которое урезается в память на всю жизнь. 246 км в час безумного разгона на поверхности старейшего озера на Земле, которому более 30 миллионов лет. Наш долг – относиться к нему с уважением, сохранять красоту и жизнь этой природы, не давать разрушать и калечить ее. Километры пространства, на которых ты можешь испытать не только технику, но и себя. Байкал принял нас и разрешил оставить свой след в истории. Священное место, где нам удалось побывать и поставить на его величественной глади свой рекорд.